Сегодня вас ждет не совсем традиционное видео. Я приглашаю всех зрителей заглянуть ко мне на кухню, где мы вместе приготовим очень вкусное и питательное блюдо грузинской кухни аджарское хачапури. И поговорим о таких разделах медицины, как нутрициология и диетотерапия. Здравствуйте, мои хорошие! Я, как человек, рожденный на Кавказе, очень люблю его кухню. Более того, думаю, ни для кого не секрет, что коренные жители Кавказа обладают завидным здоровьем, а словосочетание «кавказский долгожитель» знакомо каждому из нас с детства. Именно по этим причинам мне сегодня хочется поделиться с вами рецептом одного из моих любимых блюд – хачапури. Для его приготовления нам понадобится 250 грамм муки, по пол чайной ложки соли и сахара, 2 грамма дрожжей, 150 грамм теплой воды, яйцо и 200 грамм сыра. Традиционно для приготовления хачапури используется сыр сулугуни. Однако при его отсутствии можно использовать такой рассольный сыр, как брынза. Данные сыры мягкие, отлично плавятся, а также в полной мере передают в этом блюде вкус и колорит Грузии. Достаточно трудно на стандартной европейской кухне испечь настоящий хачапури, но мы постараемся его сделать максимально приближенным к оригиналу. Итак, начнем. Соль, сахар и дрожжи добавляем в муку. Заливаем теплой водой и замешиваем тесто. Вымешивать тесто надо порядка 5 минут. Хочу поделиться с вами одним наблюдением. При работе с дрожжевым тестом я заметил удивительную закономерность, и это касается не только теста для хачапури. Если настроение плохое, особенно связанное с плохим самочувствием, то тесто не поднимется должным образом, и в итоге будущее блюдо заранее будет обречено на неудачу. Что касается хачапури, то это очень калорийное блюдо, которое отлично подойдет на завтрак, перед выходом на морозный воздух и наполнит организм энергией, которая так быстро тратится в холодное время года. Также большая питательная ценность блюда будет полезна при тяжелой физической работе, отнимающей много сил. Сулугуни, используемый в качестве начинки, богат белками, жирами, аминокислотами, витаминами групп А, В, ПП, минералами, калием, кальцием, натрием и магнием. Употребление этого сыра в пищу оказывает полезное воздействие на костную ткань, кровеносную систему, щитовидную железу, способствует нормализации обмена веществ, благотворно влияет на кожу, хорошо утоляет голод. Вместе с тем, калорийное хлебобулочное изделие, каким и является хачапури, не следует часто включать в рацион человека, стремящегося похудеть или старающегося поддерживать свой вес в норме. Питательная ценность хачапури не будет способствовать похудению. Также это блюдо не стоит употреблять в острую фазу гастрита. Это противопоказано и даже опасно. Чревато развитием осложнения, заболевания, вплоть до язвенной болезни желудка. Его употребление создаст большую нагрузку на воспаленный желудок, замедлив восстановительные процессы, протекающие в тканях. Однако людям, не страдающим проблемами с лишним весом и работой пищеварительной системы, я могу смело посоветовать хачапури как очень вкусное, питательное и насыщенное полезными для организма микроэлементами блюдо. Но вернемся к процессу приготовления. После того, как тесто готово, накрываем его влажной салфеткой и убираем в холодильник на полчаса. А пока тесто поднимается, из сыра нужно приготовить начинку. Для этого сулугуни пропускают через мясорубку или натирают на терке. Через 30 минут тесто должно подойти и стать пушистым. Достаем его из холодильника и параллельно включаем на разогрев духовку на 200 градусов. Далее раскатываем тесто в лепешку прямоугольной формы и продолжаем наш разговор. «Мы есть то, что мы едим», — сказал когда-то древнегреческий целитель, врач и философ Гиппократ. В современном мире, когда жизнь идет в ускоренном темпе, эта фраза очень актуальна. Мы действительно часто не задумываемся о том, что мы едим. На это нам просто не хватает времени. Частые перекусы на бегу, быстрые ланчи, завтрак, обед и ужин в кафе фастфуд. К сожалению, в такой пище, как правило, практически отсутствуют полезные вещества. Более того, она содержит массу добавок, консервантов, стабилизаторов, которые не лучшим образом сказываются на нашем с вами здоровье. Систематическое их употребление становится причиной развития целого ряда заболеваний. Это всевозможные аллергии и пищевые непереносимости, онкологические заболевания, гипо- и авитаминозы, дефициты жизненно важных витаминов, ожирение, сахарный диабет, гипертония, болезни внутренних органов и так далее.
Такие современные реалии привели к возникновению науки нутрициологии. Слово «нутрициология» пришло к нам из греческого языка и переводится как «наука о питании». Однако мы отвлеклись. Раскатав пласт теста, равномерно распределяем по его поверхности сыр, отступив примерно 2 см от края. Существуют различные теории о происхождении названия хачапури. Согласно одной из них, некто по имени Хача впервые испек его в Сванетии, и после этого хачапури распространилось по всей Грузии. По другой, немного более убедительной версии, название хачапури происходит от слов «хачо» – творог и «пури» – хлеб. Наиболее распространенный рецепт хачапури с сыром, но также в качестве начинки может использоваться творог, мясо или зелень. Далее аккуратно складываем края лепешки пополам и защипываем его на манер вареника. Тесто очень податливое, и проделать этот шаг не составит особого труда даже у неискушенного кулинара. Кстати, в Аджарию прародитель хачапури Пенерли пришли из Османской империи, ныне Турции. Он был круглой формы и небольшого размера. Аджарцы Пенерли слегка видоизменили, растянув в лодочку, увеличив в размере и назвав хачапури. Согласно еще одной из версий, аджарский хачапури в форме лодки придумали прибрежные жители, точнее моряки, а яйцо в блюде олицетворяет солнечный закат на море. Теперь переворачиваем будущую лодочку и кладем швом вниз на подготовленную заранее пергаментную бумагу. Придаем хачапури окончательную форму, защипываем по краям своеобразные ушки. Как и другие виды, хачапури по-аджарски правильно есть руками, но существуют некоторые нюансы. Аджарский хачапури вы не сможете аккуратно взять в руку, чтобы откусывать кусочками. Именно для этого и нужно так называемое ушко. Отломав его от готового хачапури, им перемешивают ингредиенты начинки, сыр, яйцо, масло, после чего едят уже пропитанной начинкой кусочек теста. С помощью неострого ножа надрезаем заготовку по центру, не прорезая ее насквозь, отступив примерно по 2 см от каждого края. Вариантов лепки хачапури по-аджарски существует множество, но именно такой способ формирования лодочки, с моей точки зрения, является наиболее простым. Однако людям, обладающим навыками лепки, не составит особого труда вылепить лодочку и из целого куска теста. Аккуратно заворачиваем края надреза от центра к краю, формируя бортики, которые в будущем не дадут начинке вытечь. Приминаем сыр, подготавливая таким образом место для яйца, и ставим хачапури в духовку при температуре 200 градусов. Время выпечки зависит от разных условий – температуры, влажности, размера хачапури и составляет приблизительно 15-25 минут. Хачапури в Грузии – блюдо, которое подается на завтрак, обед и ужин. Более того, без него не обходится ни одно праздничное застолье. В 2019 году хачапури официально присвоен статус нематериального памятника культурного наследия Грузии. Самобытные хачапури по-аджарски станут оригинальным украшением любого стола и придутся по вкусу самым привередливым гостям. А вот каков названный памятник на вкус, мы уже совсем скоро с вами узнаем. Как только лодочки зарумянились сверху, хачапури нужно вынуть из духовки и разбить в заранее сделанное нами углубление яйцо. В моем случае лодочка получилась крупная, а имеющиеся в наличии яйца достаточно скромного размера. Поэтому в этот раз в хачапури уместилось 2 яйца. Возвращаем хачапури в духовку еще примерно на 5 минут, чтобы яйцо только затянулось белой пленкой, а желток оставался жидким внутри. Достаем готовые хачапури и кладем сверху кусочек сливочного масла, чтобы он растаял и соединился с начинкой. Даем хачапури немного отдохнуть после духовки, буквально на 5 минут оставляем постоять под чистым полотенцем и без промедления подаем к столу. Приятного аппетита! Ну а на сегодня это все. Кушайте вкусную и здоровую еду. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал Доктор по соседству и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!